Я не верю, что я сюда попал. Мы в аэропорту в Кишиневе. Смотрите, как он выглядит. Он очень большой и уютный. Мы прибыли в 3 часа утра. Вот. И сейчас мы должны отправиться в 12, поэтому пока ждем внутри. Мы уже зачекинились, забрали наши посадочные билеты. И сейчас будем проходить мимо металлоискателей на посадку. Всем привет! Я уже в аэропорту в Кишиневе. Из Одессы я выехала на автобусе в 11 ночи. Вот, и в Кишиневе уже была в 3-4 утра. Вот, наш вообще рейс на 12:40, и нам летит 2 часа. Все это время мы ждали, но это был самый лучший расклад. Поэтому скоро увидимся уже в Праге. А вот и наша пташка, она прибыла вовремя. Вот у нас полет 1:30 где-то длится, поэтому мы приехали вовремя и посмотрели вообще вид из окна самолета. Я люблю такие виды. Мы только что приземлились, и очень было сложно. Я, если честно, устала. Сейчас мы будем заселяться в отель, сделаю небольшой вам обзорчик, вот, и будем гулять по Праге, хотя бы прогуляемся, потому что уж очень устали от дороги. Вот, так что идемте. Смотрите, как красиво. Купили 2 билета на 3 дня. Сейчас покажу вам, сколько он стоит. Вот на 72 часа 330 чешских крон. Мы гуляли по городу и подошли к пороховой башне. Посмотрите, какая она красивая. Прям это просто достопримечательность. Вокруг нее ходят люди, ездят машины. И она как будто частичка города. Смотрите, какие-то ретро-машины есть. Сейчас. Смотрите. Вот они там. И мы нашли целую галерею сделанных скульптур из металла. Сейчас покажу, как она выглядит, название. Вот так называется. И тут очень красивые витрины есть. Вот там вот разные герои. Там внутри можно заплатить. Но мы сейчас пока устали, если честно, внутрь не будем заходить. Но очень прикольно. Мы наконец подошли к часам. Это пражские куранты. И вот отсюда из механизма выходят, мама говорит, гости в какой-то определенный час. Вот мы, к сожалению, ждать этого часа не будем. Просто покажу, как они выглядят. Мне кажется, вот. Они на реставрации, видишь, как взяли. Они вообще выходят вот так по кругу, как ты видишь, те гости, они так по кругу выходят и ходят. Вот, не знаю. Весь город — это небольшой музей в стиле барокко, готическими церквями и средневековой ратушью, разными пражскими курантами, которые каждый час движутся фигурки. Я уже потом здесь говорю. Лошади и ретро-автомобили — это просто вид транспорта. И смотрите, какое красивое здание, оно полностью расписанное, очень много таких. Вот я дождалась все-таки. Видите, череп, и он колокольчик звенит. Ровно в 9 вечера. Под вечер здесь много народу и очень много приезжих, и поэтому город становится красочным, все поют и танцуют. Мы пришли сюда на второй день. Мы хотели зайти в музей Мухи, но там нет электричества, мы уже час гуляем по городу, подошли к оперному в центре города, опять же к часам подошли, но уже час прошел, может там что-то изменится ситуация, я очень хочу посмотреть именно этот музей, вот, очень интересно, идем, посмотрим вообще разведку, сделаем второй раз. Конечно, сегодня попасть было бы шикарно, потому что завтра он не работает, а в понедельник мы уже уезжаем. Вот, очень хочется попасть. Мы пришли в второй музей Мухи, их тут 2. Один арт-галерея, она пока закрыта, а это второй, вот такой вот музей. Сейчас посмотрим, сколько тут стоит билет. Вот такие тут цены. Наши билетики. Смотрите, какие красивые. Музей посвящен только искусству Мухи. Тут около 100 оригиналов, 5-7 тематических залов, парижские афиши с Сарой Бернанд, его музой, эскизы, рисунки, фотографии, его личные вещи. Также есть аудиогид и документальный фильм, которые могут послушать все желающие. Вот такой музей. Посмотрите, как он выглядит. Тут у нас реклама на столе. Очень красивая. Наверное, одна из самых крутых и самых исторических.
королева Виктория, все ее наследники, это внуки, дочери, были женаты на всех монархах Европы. И, по сути, все монархи Европы — это потомки королевы Виктории. Ну, так или иначе, в родстве с ней. Это климатама. Еще мы перед этим посмотрели лекцию, и он начинал с того, что он рисовал марки, сам Муха. Поэтому здесь такая реставрация марок. Тут есть афиша Жасмонда, это переломный момент вообще в карьере Мухи, и почему он стал знаменит. Немножко истории. Для чехов Муха не просто художник, он был символом национального пробуждения, рисовал почтовые марки и банкноты для первой Чехословакии. В музее, кстати, также представлены его фотографии, включая редкие кадры его мастерской. Еще один из фактов, что он любил рисовать картины и постеры в, смотрите, 4 в одном наборе. То есть это все одна история. Кстати, вот карта, где находится. И тут есть такой магазин сувенирный, все с картинами Мухи. И тут даже есть наша раскраску антистресс. Но мы, конечно, всегда выбираем открытки. Смотрите, какое здесь разнообразие у нас уже есть. Но мы отсюда точно должны что-то привезти. И мы купили открыточки. Неужели я попробую Макфлури с фисташкой? Макдональдс всегда нас выручает. Вот его цена. Так, нам вышло почти 300 чешских крон. Картошечка по спецзаказу. Потом по QR-коду тут у нас наггетсы. Кетчуп, фисташковая Макфлури. Смотрите, какое оно чудесное. И мороженое, и кола. Вот, и это все стоило так хорошо. Покушай наконец-то. Во время нашего приезда, оказывается, был концерт Iron Maiden. Это рок-группа, очень популярная. Мы приехали в пражский зоопарк, и погодка, конечно, шикарная, дождь, куча людей стоит, но мы все равно идем, потому что очень хотим туда попасть. А завтра времени вряд ли будет, поэтому мы заходим. Взяли 2 билета. Смотрите, какая здесь территория. Это просто закрытый, и тут все птицы свободно гуляют. Вот это тут кушает. Тут, ну, там внизу можно на них посмотреть. И там еще птички. Видите, люди могут просто подойти и посмотреть. Очень классно. Вот эти птички. Смотрите, какая птица. Мультики. Красивое сооружение. Сейчас посмотрим, кто там. Мы зашли в эту сетку, а там орлы. И тут просто нету пространства, и там можно к орлам. И я боюсь, чтобы они к нам не подлетели. Вот видите? Там. И там еще сверху орлы. Вот, смотрите, где он. Смотрите, это кенгуру! Какой милаха! И тут целая станция. Сейчас мы будем заходить туда. Видите, как люди открыто. И смотреть на кенгуру. Кенгуру вот этот просто большой, очень сильно. А эти поменьше. Ну, смотрите, какой он крутой. Зевает. Три глаза маньяка. Я кенгуру. Надо, чтобы он меня не ударил. Смотрите, какая территория. Иди ко мне, тушканчик. У него рацион лучше, чем у меня. Грибочки. Вот такая территория, и тут везде животные. Просто очень красиво. Это пингвины, смотрите. Первый раз вижу. Просто огромная площадка, где морские котики. И они там резвятся. Мы идем дальше к большим млекопитающим. Тут даже такая инсталляция муравьи. Этот зоопарк открыт в 1931 году. Общая площадь 60 гектаров. В нем живет около 6000 животных, и 600 находятся под угрозой исчезновения. Сколько много? Их оттуда выгнали, наверное. Просто для понимания масштаба. Смотрите, как круто. Просто все в листве, и очень жарко и душно. А тут гиппопотам. Солнце наладилось, и он вышел погулять. Мы идем его смотреть. Это как из мультика Куско. Ладно. Куско, ты ли это?
Территория настолько огромная, что за 4 часа мы прошли только 30% всего зоопарка. Я для видео не передам, но это вот там все территория. Я просто не знаю, мы тут ходим 3 часа и просто смотрите, сколько тут. И мы думали, это конец, но это нет. А вот и жирафики. Мы еще идем в павильон слонов. Вы просто не видите. Какие они здоровые! Я узнала, что гориллу зовут Ричард. Кстати, мне очень понравился павильон. Он имитирует тропический лес Центральной Африки и считается одним из лучших в Европе. И климат там внутри именно жаркий и влажный, как надо. Просто посмотрите. Маленький детеныш, большая горилла. И там еще она прям огроменная. И это тоже такие необычные обезьяны. Очень красиво. У них мордочки тоже необычные. Ну вот это, конечно, что-то нечто. Посмотрите, кабан. И маленькие его детки. О, боже мой. Маленькие кабанчиков. Это Тимон и Пумба, только Пумба. Ближе к закрытию, а закрывается парк сегодня в 7 часов, уже почти людей нету. Мы в парке больше 3 часов уже. И уже идем на выход. Мы посмотрели, наверное, 40% всего зоопарка, может 50%. До фламинго не дошли, но тут территория на 2 дня точно пройти, потому что просто все не объять. Вот, будем идти на обратном пути и сейчас посмотрим. Просто посмотрите, это целая стая фламинго. It's фламинго! Мы пришли к Карловому мосту. Это самый знаменитый мост в Чехии, один из самых. Вот, и хотим взять тут красивые фотографии. Здесь очень красивый вид на город. Вот так он выглядит. И мы сейчас туда поднимемся. Мы наконец-то дошли к Карловому мосту. Посмотрите, какой он. Тут очень много народу, но, надеюсь, в камеру и в объектив они не попадают. Вот. И вот такая вот тут атмосфера. Тут можно бесплатно прогуляться, посмотреть красивые виды. И это один из самых знаменитых мостов вообще в городе. И тут красивая смотровая площадка есть. Их тут несколько. Вот. И они то бесплатные, то платные. Поэтому мы сейчас посмотрим, сколько они стоят, если они стоят. И, надеюсь, найдем бесплатно. Мы, вот смотровая площадка сверху, идем туда. Смотрите, тут бутик с утками. Мы их обожаем. Они были в Париже, и теперь тут. Сейчас покажу вам. Смотрите, какие-то утки. Дарт Вейдер. Большие такие утки. Стюардессы. Вот магазин мы так что увидели, куча народу было, и я вот покажу вам, как оно выглядит. И тут очень красивая витрина. У нас тоже в городе есть такие уточки, вот, но тут очень красивое необычное разнообразие. Смотрите, какая в Бершке крутая футболка утки. Я купила в Заре образ. Там белые джинсы и черный топ. Думаю, будет очень красиво. Да, не в стиле Билли, но мне нравится. Взяла еще такую шоколадку, тут красивый стенд с вилкой. И вот такой вот у меня образ. Купила в Заре такие вот шорты и такой топ. Я знаю, это не стиль Билли Айлиш, не фанский образ, но зато смотрите, как красиво. Вот, мне очень нравится. Он такой асимметричный, тут сборка. Очень красивенький. На концерт уже 5 часов, так что концерт через 2 часа. Почему так поздно? Я не знаю, мы придем, но я не хочу там долго стоять, хочу насладиться концертом. Вот, я надеюсь, что мы немножко там протиснемся и подойдем к хотя бы серединке. Мы идем на концерт. Мы добежали. Надеюсь, это слышно.
are the kindest, loveliest, sweetest people in the whole world. We hope you have the most fucking amazing evening tonight. I want to... Том Адель уже выступил, и сейчас ждем Билли Айлиш. Она начинает в 8:15. Осталось пару минут. Сейчас покажу вам атмосферу. Идеально, мне кажется. Ждем Билли, ждем Билли. Я не верю, что я сюда попал. Just so you guys know, I used to refer to Prague as like my favorite show in that whole tour. You promise to give that same energy?
Вот, кстати, выглядит наше жилье. Мы уже отсюда выселяемся. Вот кровать. Это как квартира, и она разделена на много комнат. Вот с общей ванной и туалетом. Вот так выглядит наша комната. И сейчас у нас 7 утра, и мы уже будем потихоньку отъезжать на нашу станцию автовокзал. Вот. Будем прощаться с Чехией. Не отошла еще немножко от концерта. Ой. Было великолепно просто. Вчера не хотела говорить свои эмоции, потому что было столько усталости, но это очень круто. Просто масштабный концерт. У нас концерт начался в 7 вечера, ровно во время. Начался Том Адео, и в 8:20 вышла Билли, и до 10 пела. На Аделе я плакала, я обожаю песню его с дневником вампира. Вот, назвала потом... Просто все песни такие лирические, очень трогательные. На Билли я просто задержала дыхание и наслаждалась концертом. Вот концерт очень масштабный. Просто я еще немножко снимала видео, и когда последний момент, когда конфетти, я растерялась, но я так хотела снять этот момент, он просто фантастический, знаете, как, не знаю, даже с чем сравнить. Очень много людей, мы стояли долго в очереди, вот, но это стоило того, стоило всех наших усилий приехать сюда, вот, поэтому очень-очень круто. Я сделала много видео в Инстаграме, если хотите перейти посмотреть на вообще атмосферу, потому что это было шикарно. Вот наше путешествие подходит к концу. Я в восторге от концерта и вообще от нашей поездки. И уже в скором времени загадываю, что будет дальше.